Ричард Мэттисон. Кнопка. Читает Сергей Казаков. Пакет лежал прямо у двери. Картонная коробка, на которой от руки были написаны их фамилии и адрес. Мистеру и миссис Льюис, 217Е, 37-я улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10016. Внутри оказалась маленькая деревянная коробка с единственной кнопкой, закрытой стеклянным колпачком. Норма попыталась снять колпачок, но он не поддавался. К днищу коробочки липкой лентой был прикреплен сложенный листок бумаги. «Мистер Стюарт зайдет к вам в 20:00». Норма перечитала записку, отложила ее в сторону и, улыбаясь, пошла на кухню готовить салат. Звонок в дверь раздался ровно в 8. «Я открою!» — крикнула Норма из кухни. Артур читал в гостиной. В коридоре стоял невысокий мужчина. «Мисс Льюис?» — вежливо спросил он. «Я мистер Стюарт». «Ах, да!» — Норма с трудом подавила улыбку. Теперь она была уверена, что это рекламный трюк торговца. «Разрешите войти?» — спросил мистер Стюарт. «Я сейчас занята, так что извините, просто вынесу вам вашу...» «Вы не хотите узнать, что это?» Норма молча повернулась. «Это может оказаться выгодным...» «В денежном отношении?» — вызывающе спросила она. Мистер Стюарт кивнул. «Именно». Норма нахмурилась. «Что вы продаете?» «Я ничего не продаю», — ответил он. Из гостиной вышел Артур. «Какое-то недоразумение?» Мистер Стюарт представился. «А, это штуковина!» Артур кивнул в сторону гостиной и улыбнулся. «Что это вообще такое?» «Я постараюсь объяснить», — сказал мистер Стюарт. Они прошли в гостиную. Мистер Стюарт сел в кресло и вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький запечатанный конверт. «Внутри находится ключ к колпачку, закрывающему кнопку», — пояснил он и положил конверт на журнальный столик. «Кнопка соединена со звонком в нашей конторе». «Зачем?» — спросил Артур. «Если вы нажмете кнопку, — сказал мистер Стюарт, — где-то в мире умрет незнакомый вам человек, и вы получите $50 000. Норма уставилась на посетителя широко раскрытыми глазами. Тот улыбался. «О чем вы говорите?» — недоуменно спросил Артур. Мистер Стюарт был удивлен. «Но я только что объяснил». «Это что, шутка?» «При чем тут шутка? Совершенно серьезное предложение». «Кого вы представляете?» — перебила Норма. Мистер Стюарт смутился. «Боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос. Тем не менее, заверяю вас, что наша организация очень сильна». «По-моему, вам лучше уйти», — заявил Артур, поднимаясь. Мистер Стюарт встал с кресла. «Пожалуйста». «Да, и захватите вашу кнопку». «Но, может, подумаете день-другой?» Артур взял коробку и конверт и вложил их в руки мистера Стюарта. Потом вышел в прихожую и распахнул дверь. «Я оставлю свою карточку». Мистер Стюарт положил на столик возле двери визитную карточку и ушел. Артур порвал ее пополам и бросил на стол. «Как, по-твоему, что все это значит?» — спросила с дивана Норма. «Мне плевать». Она попыталась улыбнуться, но не смогла. «И ни капельки не любопытно?» Потом Артур стал читать, а Норма вернулась на кухню и закончила мыть посуду. «Почему ты отказываешься говорить об этом?» — спросила Норма. Не прекращая чистить зубы, Артур поднял глаза и посмотрел на ее отражение в зеркале ванной. «Разве тебя это не интригует?» «Меня это оскорбляет», — сказал Артур. «Я понимаю, но...» Норма продолжала накручивать волосы на бигуди. «Но ведь и интригует. Ты думаешь, это шутка?» — спросила она уже в спальне. «Если шутка, то дурная. Может быть, это психологи проводят какие-то исследования?» Артур пожал плечами. «Может быть». «Ты не хотел бы узнать?» Он покачал головой. «Но почему?» «Потому что это аморально». Норма сомкнула веки. $50 000, подумала она. Утром, выходя из квартиры, Норма заметила на столе кусочки разорванной карточки. Во время перерыва она склеила карточку скотчем.
Там были напечатаны только имя мистера Стюарта и номер телефона. Ровно в 5 она набрала номер. «Слушаю», — раздался голос мистера Стюарта. «Это миссис Льюис». «Да, миссис Льюис». «Мне любопытно». «Естественно». «Разумеется, я не верю ни одному слову». «О, это чистая правда», — сказал мистер Стюарт. «Как бы там ни было», — Норма сглотнула, «когда вы говорили, что кто-то в мире умрет, что вы имели в виду?» «Именно то, что говорил. Это может оказаться кто угодно. Мы гарантируем лишь, что вы не знаете этого человека. И, безусловно, что вам не придется наблюдать его смерть». «За $50 000? «Совершенно верно». Она насмешливо хмыкнула. «Чертовщина какая-то». «Тем не менее, таково наше предложение», — сказал мистер Стюарт. «Занести вам прибор?» Конечно, нет. Норма с возмущением бросила трубку. Пакет лежал у двери. Норма увидела его, как только вышла из лифта. «Какая наглость!» — подумала она. «Я просто не возьму его». Она вошла в квартиру и стала готовить обед. Потом вышла за дверь, подхватила пакет и отнесла его на кухню, оставив на столе. Норма сидела в гостиной, потягивая коктейль и глядя в окно. «Может быть, забавляется какой-то эксцентричный миллионер?» «Я тебя не понимаю». «А что, если это всерьез?» «Ну и что тогда? Что бы ты хотела, вернуть это устройство и нажать кнопку? Убить кого-то?» На лице Нормы появилось отвращение. «Так уж и убить. А что же это, по-твоему? Но ведь мы даже не знаем этого человека». Артур был потрясен. «Ты говоришь серьезно? Ну, а если это какой-нибудь старый китайский крестьянин за 10 000 миль отсюда? Какой-нибудь больной туземец в Конго?» «А если это какая-нибудь малютка из Пенсильвании?» — возразил Артур. «Прелестная девушка с соседней улицы». «Ты нарочно все усложняешь. Какая разница, кто умрет? Все равно это убийство». «Значит, даже если это кто-то, кого ты никогда в жизни не видел и не увидишь, кто-то, о чьей смерти ты даже не узнаешь, ты все равно не нажмешь на кнопку?» Артур пораженно уставился на нее. «Ты хочешь сказать, что ты нажмешь?» $50 000. «При чем тут $50 000, Артур?» – перебила Норма. «Мы могли бы позволить себе путешествие в Европу, о котором всегда мечтали». «Норма, нет!» «Мы могли бы купить тот коттедж». «Норма, нет!» Его лицо побелело. «Ради бога, перестань!» Норма пожала плечами. «Как угодно». Она поднялась раньше, чем обычно, чтобы приготовить на завтрак Артуру блины, яйца и бекон. «По какому поводу?» — с улыбкой спросил Артур. «Без всякого повода. Просто так». «Отлично. Мне очень приятно». Она наполнила его чашку. «Хотела показать тебе, что я не эгоистка». «А я разве говорил это?» «Ну...» — она неопределенно махнула рукой. «Вчера вечером». Артур молчал. «Наш разговор о кнопке», — напомнила Норма. «Я думаю, что ты неправильно меня понял». «В каком отношении?» — спросил он настороженным голосом. «Ты решил...» — она снова сделала жест рукой. «Что я думаю только о себе». «Так вот нет. Когда я говорила о Европе, о коттедже, Норма, почему это тебя так волнует? Я всего лишь пытаюсь объяснить». Она судорожно вздохнула. «Что думала о нас? Чтобы мы поездили по Европе? Чтобы мы купили коттедж? Чтобы у нас была лучше квартира, лучше мебель, лучше одежда? Чтобы мы, наконец, позволили себе ребенка, между прочим?» «У нас будет ребенок». «Когда?» Он посмотрел на нее с тревогой. «Норма, когда?» «Ты что, серьезно?» Он опешил. «Серьезно утверждаешь?» «Я утверждаю, что это какие-то исследования», — оборвала она, «что они хотят выяснить, как поступит средний человек при таких обстоятельствах, что они просто говорят, что кто-то умрет, чтобы изучить нашу реакцию. Ты ведь не считаешь, что они действительно кого-нибудь убьют?» Артур не ответил. Его руки дрожали. Через некоторое время он поднялся и ушел. Норма осталась за столом, отрешенно глядя на кофе. Убирая посуду, она вдруг остановилась, вытерла руки и достала из нижнего ящика пакет. Норма положила коробочку на стол, вынула из конверта ключ и удалила колпачок. Как странно! Ну что в ней особенного?
Норма вытянула руку и нажала на кнопку. «Ради нас», — раздраженно подумала она. Что теперь происходит? На миг ее захлестнула волна ужаса. Волна быстро схлынула. Нелепо так много уделять внимания ерунде. Она жарила на ужин отбивные, когда зазвонил телефон. Она поставила стакан с водкой мартини и взяла трубку. «Алло?» «Миссис Льюис? «Да». Вас беспокоит из больницы Легас-Хилл». Норма слушала будто в полусне. В толкучке Артур упал с платформы прямо под поезд метро. Несчастный случай. Повесив трубку, она вспомнила, что Артур застраховал свою жизнь на $25 000 с двойной компенсацией при... Нет! С трудом поднявшись на ноги, Норма побрела на кухню и достала из корзины коробочку с кнопкой. Внезапно Норма стала колотить ею о край раковины, ударяя все сильнее и сильнее, пока дерево не треснуло. Внутри ничего не оказалось, ни транзисторов, ни проводов. Коробка была пуста. Норма вздрогнула, когда зазвонил телефон. На подкашивающихся ногах она прошла в гостиную и взяла трубку. Раздался голос мистера Стюарта. «Вы говорили, что я не буду знать того, кто умрет!» «Моя дорогая мисс Льюис, неужели вы в самом деле думаете, что знали своего мужа?»